смотрите, лопасть. Я понял, я ближе. Чуть-чуть ближе. Да, берите, да, хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Владимирович, Алексей. Скажите, пожалуйста, у нас... Сейчас надо переключиться на этого простого человека, скажем, на этого. Сегодня просто, когда проснулся, я в 4 утра. Мы приехали, включил телек, посмотреть вообще тоже, что творилось. Вот я наоборот, я знаю всю эту кухню изнутри, как бы, да, что там, кроме там каких-то следственных этих, вообще, что это было, как бы, а все, что за было в больнице, я ничего не знал этого. Пока ехали там, что-то там прочитали, посмотрели, потом связь вообще пропала, и как бы мы приехали, сразу ворвались туда, в эту работу. А много пострадавших? 50. И погибшие есть, да? 18. Стас, погибшие скончались от огнестрельных ранений. Дело ЧП в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Вот где буду я работать. 6 пострадавших. Подъезжая уже туда, понимаем, что там те, кто погиб, это именно от огнестрельных в упор, по сути. А в реанимации лежат от миновзрывных. И, что это будет, непонятно. Ничего не сказали, братец. Я убедила. Да не, мы взяли все. Приезжаем туда, 2 бригадами, сразу останавливаемся, загребаем все, что у нас есть, поднимаемся наверх. Ой, какая... А у него два раза остановка сердца была? В 15:55 остановка и в 16:15. Остановка, да? Начинаем работать. Все, Стас Черников, он в МЧС работал. Он моментально сориентировался. Смотри, вот там, я знаю, ребенок. И вот 2-я палата наша, здесь вот 3 детей. Давай, вот все, это наши 4 больных, давай здесь работать. Да, в больнице еще, мам. Да, я сегодня останусь здесь, наверное. Да. Давай, мамуль, не переживай, все хорошо у меня. У тебя нормально все, давление, все остальное нормально? Ну и все замечательно. Все, давай, мамуль, пока. Это одно из приемных отделений Это одно из приемных отделений Керченской первой городской больницы. Сегодня здесь целый день дежурят родственники пострадавших. А вы скажите, пожалуйста, мы не можем своего найти. Сказали, что с техником его вывели. Посадили в скорую. Мы уже 8-10 часов не можем понять, где этот человек, мой ребенок. Я беру девочку, травматическая ампутация стопы, то есть оторвала взрывом. Пульс 140, давление ниже плинтуса. Это говорит о том, что там крови, жидкости в сосудах нет. Идет шок, геморрагический шок. Я понял, но Вот уже решают МЧС уже этот вопрос сейчас. Зайчики открываю, там вот у нас радужка есть, да, вот ты видишь мою радужку, а у нее радужки нет, один большой зрачок. Это говорит о том, что полный. У всех было ПХО, просто ушитые травмы, и все. Все, что я лью кровь, все, что я лью плазму, бесполезно. Кровь венозная, знаешь, она же прям выталкивается. Здесь нужно оперировать, иначе мы ее потеряем. Стас забирает ребеночка, уезжает наверх оперировать. У меня остается 2 пациента. Наша задача здесь поднять давление, получить мочу. Быстро. Они все начинают быстро. Молодцы, девочки. Просто. Насколько они молодцы. Подуспокоилась. Неизвестно номер 3. Восстановил давление.
побежала моча. По газам крови электролит нормально. Говорится о том, что голова целая, слава богу. Сделали повторно УЗИ, забрюшинная гематома не увеличивается. Возвращается Стас с ребенком, говорит, что до 20 этих осколков, шурупы эти все из ног достали. Почистили, спасли ногу. Что дальше, мы сами не знаем. Сейчас наш борт здесь стоит. Сейчас прилетит министр. Она везет с собой специалистов из Вишневского. Они посмотрят и, может быть, возьмут кого-то на Москву. Ситуация очень сложная. Наша задача попытаться к утру стабилизировать состояние для того, чтобы добиться транспортабельности. Тогда мы смогли бы попытаться эвакуировать всех в московские ведущие центры хирургии, травматологии. Короче, ситуация такая. Мы до 6 утра здесь лечим больных, а утром везем их в Симферополь, а потом бортами летим в Москву. Как обратно добираться, неизвестно. Булочки, если это покушайте, Так хорошо. перегружаемся мы с Покушайте. больными в самолет, улетаем в Москву, а ты домой. 6 утра это отчетное время. Осталось-то, что тут? Давай. Три кубика, да, делаете? Конечно. 3 кубика ардуана. Да. Кстати, вода, блин, божественно. Горло пересохло. Помнишь, я говорил девочку про кому 3 степени? Ты думаешь, что я сделал? Я вывел ее из комы. Кома 3 степени запредельная, я писал в терминальной стадии, а к утру она уже языком трубу шевелит, она глаза открывать пытается. У нее зрачки сузились просто. Если все сейчас не... то будет все хорошо, я думаю. Экипаж ГИБДД вас сопроводит в аэропорт, вертушка ждет. Ага. У нас все 4 ребенка ИВЛьные. Все подключены к кислороду. Так, наверное, принимать надо. Притягивать ее. Проще всего. Вот. Три, 4, голову выше, голову выше. Поднимаем наверх. По легким у нее абсолютно она нормальная, кислорода независимая, у нее дыхание проводится справа-слева замечательно. Вот, при санации у нее сухая труба практически.
Взаимно. Увидеться вновь. Давай. Гнетущее состояние в больнице было. Так как я Артуру на носилки отдал. А кому он отдал носилки? Не знаю, уехали носилки. С вами улетели, уехали. Сам факт, что вернулся без носилок. Я просто представляю его это. И там носилки стоят как полмашины. Приехав сюда уже на 4 утра, сегодня в 4 утра, включил сразу YouTube, посмотреть там по новостям, что как. Мне сразу же попадается видео, где вспоминали, показывали фотографии их беззаботных лиц. Да вот реально до меня докатился вот ужас трагедии, все, уже как простого человека, обывателя, да, скажем, не врача, который там внутри присутствовал, которого нужно вот все, где ты проглатывал это все, дал волю спуск. И... Как-то, когда эти события смотришь по телевизору, оно как-то по-другому все смотрится. А изнутри, а потом ты, на тебя эта волна накатывает другой человечности по-другому. Жестким быть, не знаю, все время никогда не будешь. Я думал, что все-таки стал жестким, но это во время работы. А человечность, она все равно вне работы, когда человеком стал. И говорить даже как-то не так. Начинается где-то за школой, на миллиарды осколков расколок, где, улыбаясь, захлопнул учебник, где навсегда сгорел, как кабельник. Жизнь наполняет разные люди, одни выходные, другие по будням. Многое в жизни порой не нравится, жизнь начинается, и пусть продолжает. Жизнь продолжается, жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Реанимация. Так, давайте, наверное, мы после 8 перезвоните, пожалуйста, ладно? Потому что у нас сейчас пересменка идет, сейчас пока точно информацию не скажут, сколько у вас сейчас. Да. Поступила 27-го к нам травма 22-го наложена трахеостома, прооперирована в районе, собран лицевой скелет раздробленный. Я что-то застой, да, идет поэтому? У нее застой капитально, она не кормится, не поется. Анечка, Ань, ты в больнице, зай. Аня, все хорошо, ты в больнице. Ань, сожми мне руку. Аня, Ань, ты меня слышишь? Ну, нет, она пока не осознанно. Ну, короче, пожалуйста, обезболи ее, чтобы... Так, мозговая. Отеки подушли. Леш, на дофамине пятерки давление 120-130 шарашит. Без дофамина 70 на 37. Я, конечно, втихую, чтобы Владимир Ильич не видел мою дозу, но я оставила на 3 микрограммах. Не вымочила ее, да. Да, да. Посмотри, пожалуйста, как у тебя будет. Ну, как это... Посмотри, хорошо. Так, только аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. У нас малыш очень хрупкий. Что 150 у него? Может, я ее просто обтиралась, а Нет, температура у нее. Да.
Не-не-не, у него температура есть, и по мере она будет достаточно хорошая. Одно, с одной стороны, так и хорошо, никто экстренно не поступает. С другой стороны, время так тянется. Ты все сделал, вот тебе только остается наблюдать, да, мониторить, динамить. А с другой стороны, когда наплыв, поступает ребенок там экстренно, с ДТП, с улицы свежит, в шок, под ключицу ставить, там интубировать, оказывать помощь, капать. И время пролетает, знаешь, моментально, конечно. Вот. Реанимация. Это в приемнике ребенок? У вас приступ какой-то или что? Ну так нам его везите сюда. В машину к нам в реанимацию. Я что там сделаю? Все, мы ждем. Лёг, накройте кровать большую на всякий пожарный и маленькую. Если есть... Да, потому что не гнойную. Нам сейчас ИВЛ понадобится, ребенок экстренно будет поступать в статусе. Ванька, у меня ребенок в реанимацию поступает, поэтому чуть-чуть. Угу. Давай мы сразу на интубацию подготовим. Все, чтобы оно было в доступности. Не знаю, какой возраст, да, предположили, что такой, и 5. Отлично. Анна, выходите отсюда. Они отсюда пришли? Леша! Леш, позови Лешу, скажи, отцовства здесь нет, бегом. На бочок, на бочок. Под нее локти, прям под спину ее, под спину, да. Ее как бы вот, во. Красота. Так, ну что, пошли? Огонь. Силаруха ее крепит. Ух, ёпта. Ёпта. Эй, я что, в шею пошел? А? Ничего нету. Тяжело заходит? Ну да, вот все. Выпружинивает, да. Ну, вторым концом выдерни всю и задним концом туда. Не, подожди. Сейчас пробужирую ее, и она у меня уже точно будет в вене. Что делает буш? Я когда бужом прохожу туда, вовнутрь, да, я уже гарантированно в полости вены торчу достаточно глубоко. И уже могу контролировать, куда его направить. Соответственно, туда, куда мне нужно. А мне нужно попасть в... Что? Сердце. Ты у меня? Я ребятам рассказываю. Ты что? Я думал, ты у меня. Метод Анатолий Анатольевич. О! На месте. О! Анатолий Анатольевич-то. Не зря мужик. Старый волк. Старый волк работает в реанимации-то сколько, а? Ребята, учитесь. Илья, можешь отпустить руки. Вот и пригодилось. В палату доставили. Я еще, как я медбратом понял, тоже держишь, уже так, уже вся трясушка у тебя. После развода, конечно, он мне тяжело дался. Я ожидал, я знал, что я разведусь. Я знал этого уже. Я знал, что не приемлет моя семья тех проблем, которые у меня были связаны, плюс еще на фоне рухнувшегося бизнеса с количеством долгов. 25 декабря развелись, и вещи собрала, уехала. 31 декабря, когда вообще что-то с чем-то было, я вот лежал, ревел, рыдал. Я говорил себе, какой я дурак, что это, вот это все мое довело к этому ко всему. И когда в этот момент последний, я смотрю на потолок, у меня там крючки вот хорошие, такие крепкие висят. Вот. Я вешаю свой кожаный ремень, делаю петелечку, и у меня раздается звонок. Лех, что делаешь, пьяный? Я такой, знаешь, смотрю наверх. Охренеть, что я делаю? Зашел в подвал образцового содержания, напился, так конкретно напился. В 9 утра проснулся в машине на Красной, вышел, пустая абсолютно. 1 января, 9 утра Красная, никого нет. Я себе тогда пообещал, что я никогда в жизни не сбегу от своих проблем. Я никогда не выпаду из жизни своей дочери,
дочь, всегда буду помогать своей дочери до самого конца, и дочка будет всегда любить папу своего. Ого, а сила-то, у меня же белый халат-то. У меня же белый халат. В Краснодарском крае во время представления в передвижном цирке львица напала на ребенка. Девочка смотрела шоу с первого ряда, ограждение хищника почему-то не остановило. Девочка находится в реанимации. Из Краснодара уже отправили спецтранспорт и бригаду врачей. Что у нее повреждено? Скажите мне, пожалуйста. У нее 6 ран, да? Первая на лице, которая идет от наружного слухового прохода, дугообразная. И вторая рана, самая серьезная, это вот подключичной области. Раневой канал шел сверху вниз до позвоночника. Стерильный стол на подключицу приготовьте, пожалуйста, перчатки стерильные и в этот. Мне 2 шприца двушки. Сколько набран в шприце? Оль, давай на тройник. Периферию загипаринизировать. Угу. Так. Оль, смотри, сейчас этот откапается. Надо прямо вот такую скорость, как поставил, пусть капается. Мы здесь? У вас ординаторская есть, где с родителями поговорить? Так, мама, папа, присаживайтесь. Состояние ребеночка расценивается как тяжелое, очень тяжелое, вернее всего, за счет именно характера травмы полученной. Вот. Ребенок по давлению, по пульсу стабилен, вот. Она транспортабельная. Мы сейчас будем подготавливаться и увозить ребенка в детскую краевую больницу. За нами ехать будете, не гонитесь, потому что одно из осложнений транспортировки – это ДТП. ДТП по вине родителей. Все ясно? Предупрежден, подчеркиваем. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я бежала. И на руках несла игрушки. Раз уже произошло, это уже произошло. Нужно взять себя максимально в руки. Нужно обязательно, как говорится, холодный ум для того, чтобы воспринимать информацию, которую мы вам будем давать. Мы сейчас ее здесь аккуратненько на пеленку положим. Я чтобы рукой под пеленку зашел. Держите, мы сейчас подсунемся, вы ножку только возьмите. Хорошо. Я просто хочу здесь получше контролировать. Сейчас под тельце взял. Оля, ты мне голову приподними, пожалуйста, с той стороны. Ты за шею не бери. Все. Вот так вот, хорошо. Голову, Оля. Так, я спину подниму. Опа. Все, хорошо. Спасибо, Алексей. Не за что, не за что. Мама, зайдите сюда, давайте я вам покажу. Все, приедете туда, вас заведут, покажут. Все, мамуль, увидели? Все, давайте, нам надо уже работать. Все, да. Да, мы голову сейчас, чтобы она просто сильно не болтыхалась. Может, чуть-чуть, 209 многовато. Все? Мы готовы. Да. Поехали. Юля, привет. Мы ребеночка вывозим к нам.
Гемодинамика стабильная. Кровь прокапали 113 или 119 гемоглобин. Грубо говоря, там 3 часа ехать. Под утро мы будем. 12 килограмм, 4 года, 5 месяцев. Да, ребятеныш попал, так попал. Леша, А. а этот нормально будет, не маленький? Пятерка в 0,6 не влезет? Ну, не, влезет. Тут самое главное, чтобы леска влезла. Влезет вот этот вот. Вот этот? Да, влезет. Там 0,6. Ну, сейчас ты видишь. Приветствую вас, ребятки. Давайте вместе с тряпочкой переложим, потом спокойненько и в этот. Ой, Раз, два, три. стоять, Голова. стоять, раз, два, три. Ну, это херовая, конечно, ситуация вся. У нее инсульт в голове за счет того, что сосудистый пучок, у нее вена пересекнута. Юля, а ты будешь, да? Пятерочку. Да. Я просто не знаю, какой он там на конце. Ну ладно, приготовлю. Таня, принеси пятерку. Слушай, ну это вена, это 100 пудов Пять вена. Егор, ну что А знаешь? ну брось, брось этот. Да нет, Вена. Да, с головой аккуратно, особенно зоной, потому что там кости все выдраны. Плазму они не капали, да? Капали. Ну там тромбоциты 98, там будет еще у него ДВС, настоящий сейчас ДВС синдром будет развиваться, или уже развивается. Все, ребятки, до свидания, до встречи. Рыбка, судьбы улыбка. Перевернулась и не вернулась, какая пытка. Бывает, если с желанием вместе живу не здесь я, а где-то в прошлом или мечтаю о чем-то большем. А в эту секунду все так хорошо, так просто, понятно и ясно. И именно это мгновение одно прекрасно, прекрасно, прекрасно. Смотри. Да. Не знаю, что это, но... Конфеты. Мама такая, конфеты. И что с ним делать надо? И невозможно удержать. Да? А ну дай попробуй. А что она по руке стоит? А, слушай, заходи. Смотри, вот удержи. Я что говорю? А ее, правда, невозможно удержать. Ну да. Да, у Миши такое же. Ага. Там ящерица внутри. Еще все невозможно почти. Она когда грязная, тогда сильнее липнет к рукам. Ну да, или руки грязные. Пусть Валя сыграет тебе на пианино. Давай. А вы одни дома, что ли? Да, Андрей поехал маму забирать. А, хорошо. Тогда давай сейчас. Это какой-то песня. Марш до школьников сыграть. Вот это как подумала. Марш до школьников. Моя любимая игрушка. Соник по имени Трубочка.
доберемся. Мы в такой местности побывали. Прощай, папа! Значит, по состоянию на сегодняшний момент. Состояние ребеночка оценивается как очень тяжелое еще пока. Она у нас есть элементы сознания, у нее есть глазки, уже видите, поворачиваются. Постепенно, по чуть-чуть у нее есть положительная в этом плане динамика. Сейчас, секундочку. Зрачки очень хорошо реагируют. По крови у него, конечно, воспалительный процесс еще высокий присутствует. Вот. А? В крови инфекция присутствует. Естественно, потому что... Немножко замерзли чуть. Потому что, как бы, это же не просто, это не чисто хирургический скальпель травму нанес, а как бы зубы, которые, соответственно, несут на себе большое количество инфекций. Но мы пока не можем сказать точно по сознанию, пока она не выйдет полностью на сознание, да, как это повлияло. Но вот в данный момент, вот он прокус. Вот. По шейным позвонкам смотрели, вроде как такового что-то сильного, грубого этого нету. Да, вот. Прокус это мягкие ткани, это не кость сама, да? Да, нет кости. Вот он, этот кусочек. Да, он ближе к основанию, вот он идет, видите, да? Вот. Но он не вдавленный, не с таким, чтобы аж прям мешать уровню сознания головы. Конечно, вот этот вот момент неприятный, который произошел вследствие, опять же, этой травмы. Инсульт. Это не гематом, это инсульт. Это ишемический инсульт, да. Это на фоне повреждения артерий. Артерии имеют рефлекторно спазмируются. И они спазмируются на большом протяжении. Вот. В данном случае этот спазм произошел как раз именно с той стороны, где была травма, и произошло это, соответственно, в бассейне головного мозга. Поэтому пока еще находимся мы на стадии все-таки борьба за жизнь. Не сильно выражена, конечно, уже, вот, но она еще на этой стадии. Еще вопрос? Мы побудем еще? Да, пожалуйста, конечно. Алло. Так пусть занимаются сначала, а потом ставить на учет. В чем экстренность ставить на учет, если нужно оказывать помощь? Сейчас, секундочку. Фамилия, имя, отчество. Возраст. Диагноз. Ну, давайте занимайтесь ей. Давайте тогда. Вы лучше позвоните тогда, когда она будет стабильная. Падение 7-го этажа. Разделенная. Видимо. Сколько в Сочи падений, помнишь? Из этих любви неразделенных. 16 лет. С моста прыгнула. Да. И выжила. Меленькую речку. Да, и выжила. Мы тут боролись. А надо спасти ее, если она сама стегнула с этого моста? Ну, второй раз сигануть будет более низкий повод. Ну, если второй раз, да, Если получится. на инвалидной коляске Да, и следует. через парапет пересигнуть. Один самоубийца, выживший, сказал, говорит, когда летишь с моста, понимаешь, что почти все твои проблемы, в принципе, решаемы, кроме того, что летишь с моста. Это выживший самоубийца какой-то. Вот у нас вот этот вот иногда, знаешь, какая-нибудь шутка, какой-нибудь юмор вот этот специфический, это такая вот защита наша в первую очередь. Иногда бывает это прям подсознательная. Она подсознательно включается, ты начинаешь говорить о чем-то, что ты понимаешь, вот здесь трагедия произошла. Человек, допустим, который бы взять любого с улицы, занести туда и поставить рядом, чтобы он смотрел на это все и слушал, что мы говорим, да он бы нас бы проклял. Да вы что, как так можно говорить, тут же трагедия. Да, но, дружище, ты стоишь, смотришь на это эмоционально, разбираешься, а нам работать надо, это наша работа. От нашего состояния, в первую очередь, эмоционального, психоэмоционального состояния зависит жизнь этого, в данном случае, этого пациента. Я вот, например, абстрагируюсь, максимально абстрагируюсь, потому что если я подхожу, начинаю прокручивать это все в голове, сразу просто психика получает какой-то удар. Черный юмор, вот эти особенности, в принципе, ну, часто об этом говорят, что это защитная реакция психики, что ли. Я, например, вот эти все смерти, большинство смертей, особенно первые, я помню,
от и до, включая фамилии, имена, эмоции мои, не ребенка. Это все как бы сидит в стене значений. Как бы, ну, ладно. Ну, А что ты чай не пьешь? ну, наверное, потому что у меня пустая кружка. Я тебе скажу одну статистику официальную. На первом месте человек по выгоранию – это доктор по профессиональному выгоранию. Я вот вспоминаю свои 28 лет, да, когда у меня сердце шарахнуло после 3 суток работы. А, извини, у нас на одного реаниматолога приходится как бы вот в день, да, вот на сегодня там 3 больных детей, тяжелых больных детей. А мне хочется пожить там и в 60, и в 70 лет. А у нас упрямая статистика говорит, что реаниматологи крайне редко доживают до этого возраста. Примером наш коллега, который в прошлом году умер в этом году умер в 49 лет. Просто остановилось сердце. Он ночью не проснулся. Heavy metal! Собака бешеная гладила губами руки мои грязные. Никто не знал, за кого отдавать тебя ненаглядную. Сняли повешенных жены, зарыдали, будто только грянуло. Кому-то слишком везло. Маргарины, елки нарядные. Чужими ласками стал, сам себе чужим дурак. И дед рассказывал о жизни разные случаи. Твоими сказками перестал бояться терпеть закат. Зубами честными в пол стали языки невезучие. Я все время думал, знаешь, как это пережить смерть ребенка? Что это такое пережить смерть ребенка, да? У меня большое кладбище детей, конечно. Ну ты посмотри на это. Он прожил всего лишь 4 года. Конфетки до сих пор у него лежат. В 58 году умер. И машинка. Самое тяжелое это говорить родителям, что ваш ребенок умер. Ты берешь, ну вот первый берешь звонок, да, вот телефон, трубочку эту и начинаешь набирать номер телефона и думаешь, что ты скажешь первым? Что ты скажешь первым? Ты посмотри, что Они правда, у них повылетало, они начали это. они один начинает орать, а другие на подхвате. Лиза. Ой, охотник. Второй. Да ладно. Вон оно стоит, мой пацан. Привет. Слушай, нифига себе. Это Кубанский государственный университет, он на биотехническом.
Вот они инженеры, медицинская аппаратура, все такое. И вот он сейчас тут стоит. Вот он стоит. Видишь? Самый первый. Да? Офигеть. Помнишь Кирилла Бондарева? Бондарева, короче, сначала сестра старшая угорела в ванной. Помню. Помнишь? А и потом брат ее, Кирилл Бондарев, этот попал тоже с этим, у них угорел в ванной также. Помнишь? Он сейчас студент, он 21 год, он сейчас напротив, студент инженерного факультета. Вот, они скоро сюда пойдут, я его сюда затащу. Прикинь? Прикинь? Да, 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 да. Представляешь? Мы сейчас он к нам зайдет. Давай оформим это красиво. Ты блондин. Я у тебя одного студента украду. Это студент, наш бывший пациент. Иди сюда, Кирюха. Здорово, дорогой. Ну, зайди сейчас. Тут еще помнят тебя многие. Лена, смотри на нашего взрослого уже, здорового, какого пацана, Кирюха. Ты гляди, какой он огромный, блин. Нам нужно с тобой обязательно сделать фотографию, потому что... Помнишь, когда здесь находился что-нибудь? Я честно скажу, помню только дядю Лешу. Уже много времени прошло, я, может, частично что забыл. Ну вот отложилось в памяти, что да, банальность, да, свет в конце туннеля, но голос, что еще рано, и я возвращаюсь к жизни. Вот этот момент я помню, тоже как сейчас, когда я прихожу на работу с утра, ну, как обычно, привет, Кирилл. Глаза открою. Я шеф, глаза открою. Леша, это, наверное, судороги. Да, Юрий, нет, пойдемте смотреть, пойдемте смотреть. И вот с того момента вот это вот началось, знаешь, такое... Зажглась обратно спичка. И когда вот этот момент произошел, событие, да, открытие глаз, фиксация, особенно когда взора пошло, все, эта спичка начала распаляться в огромный костер, и эта надежда, она вот реально вставала, и вот все, вот она стала рядышком с тобой, и никуда больше от тебя не отходила. Может быть, Надежду эту зовут твоя мама, может быть, Надежда зовут твою папу. Все равно это была огромная прям совокупность как раз таки, вот эта совокупность. И мама, папа на работе, вот, и доктор, и, соответственно, твоя самая главная, конечно, это работа. Ксюша, 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 Ксюш, привет, Ксюшечка. Все, тебе трубочка мешает, да, малыш? Все, мы сейчас поедем с тобой делать фотографию, хорошо? А потом трубочку уберу, ладно? Только так. Ладненько, Ксюш? Моргни, если ты понимаешь все. Умничка, умничка, малыш. Придется облучаться тоже. Рядом с ней надо быть. Я тебя как настоящую даму поносю на руках, хорошо? Договорились? Да? А ты подышишь сама. Хорошо, мой маленький? Не бойся. Не бойся. Не бойся, малыш. Все, умничка. Умничка. Ну, малыш, чуть-чуть потерпеть. Все, мы сейчас сделаем снимочек тебе, дорогая. Так, солнышко, голову надо чуть ровненько. Не-не-не, только не шевелиться, ладно? Это фотоаппарат. Ксюша, посмотри на меня. Ты сегодня уже красавица. Она у нас всегда красавица. Все, солнышко, дышим. Пожалуйста, не двигайтесь. Расслабьтесь. На динамике там была одна точечка такая, кругляшочечком, а сейчас прям более образовался, да, сформировался. Ну да, видишь, здесь больше проявилось. Оно-то и начиналось здесь, но сейчас более обширная зона ишемии. Идет лобная, теменная и затылочная. Левая сторона, да, получается? Да. Получается, у него с левой стороны. Как-то надо это где-то что решать. Все хорошо. Все, не буянь. Не буянь, детка, не буянь. Все, домой сейчас возвращаемся, все хорошо.
Обратно. Не, пока с аппарата не снимаем. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, это раз. Мы сегодня сделали КТ в динамике, зона ишемии, она присутствует. По нашим реанимационным частям малышка активная, она слушается, она, да, говорит, когда, да, она моргает хорошо, зажимает плотненько. Головой ей, конечно, шевелиться пока еще сильно нельзя, с учетом того, что как бы зоны раны и вот этой ишемии, вот. Но в планах у нас снять с аппарата ИВЛ, чтобы она дышала самостоятельно, вот. Она очень живенькая, все, и она у нас очень хитрая, хитрый еще тот, вот. Надо поговорить и успокаивать ее нужно, да, все. Единственное, мы не стали делать перед вами экстубацию. Почему? Потому что здесь нужно часа два вот сидеть, не отходить от нее, потому что у нее все равно в трубочке еще есть такая вязковатая мокрота, которую нужно убирать. Вы сейчас посидите, побудьте с ней, пообщайтесь сильно, только чтобы не активизировалась. Вот. Как у тебя дела, дочь? 4 пятерки в дневнике тебе поставить? Да ты же мое золото. Золото мое. Я всегда верил, что ты у меня отличница. Помнишь, я тебе говорил? Приеду обязательно, дочь. Обязательно приеду, солнце. Я тоже по тебе скучаю, маленький. Давай, все. Люблю тебя, крепко целую. Давай, да, я приеду. Обязательно приеду, малыш. Угу. Давай, маме привет. Пока. Что случилось, малыш? Что? Что случилось, котик? Ну, чего ты плачешь? Что случилось? Что случилось? А? Куда ты упала? Ты лежишь на кроватке. Все. Все, не переживай, давай. Спи, не переживай, ты никуда не упала. Ты лежишь на кроватке, да? Лиза? Договорились с тобой? Да? Все, спи, глазки закрывай, засыпай. Засыпай, хорошо? Все, надо выключить. Она у нас спит, да? Подождем пока. Короче, я оставляю, а вы уже дома смотрите. Подождем пока, не надо. Снимать с аппарата ИВЛ тоже не надо спешить. Если спит, не надо пока, да.
Ксюш, привет, малыш. Убираем трубочку. Головной киви. Открывай, так, вот так вот. Открывай ротик, солнышко. Трубочку отдавай мне ее. Вот так. Давай. Вот так, моя малышка. Давай, дыши. Дыши. Саторометр прицепи, пожалуйста. Давай, сама не будет дышать. Стой здесь, не отходи. Банку кислородную только тогда надо взять. Быстренько только нужно, ребятки. Давай, дыши. Не буянь только. Хорошо? Раздышишься, все будет хорошо. Только не буянь. Ладненько, малыш? О, Господи, что-то ты не похоже на дышащий. Давай. Сейчас. Я просто только что фасонировал. Угу. Ну что ты, жопка, да? Дышать будешь? А? Будем дышать? Спокойненько, тихо. Да. Ну, уже лучше дышит, слушай. Уже лучше дышит. Все хорошо, да, малыш? Моргайся, да. Молодец. Все, засыпай спокойненько, спи, хорошо? Отдыхай, спи. Никто тебя ничего никуда не торопит. Все, ладно? Договорились с тобой? Да. Здесь я больше на себя похож, чем выходя из дома, чем вот там. А вот тут прям я, знаешь, вот тут увидел, что вот, да, вот это и есть я, это и есть моя работа, это, и не надо больше ничего выдумывать, никакие бизнесы, никакую херню, никакие способы какой-то там дополнительной выручки, там все такое. Нет, вот. И гордиться этим. То, что ты делаешь. То, что ты в трудной ситуации становишься самим собой, не одеваешь никакую маску и находишь выход. Убегайте! Стой! Стой! Улыбаются первые ласточки, не возвращают вокзалы, автобусы. Мои обещания пустые, пустые глаза, голубые глобусы. Двери откроют через мгновение и заскрипят, словно от холода.
Мои беспредельные крылья, крылья сегодня закрыли голову. Голову. Мои беспредельные крылья, крылья сегодня закрыли голову. Машешь рукой каждому городу, даришь монеты теплому берегу. Мои отечавшие реки, реки эфира, помехи высохнут. И боль головная окажется музыкой, совсем незнакомая, будто бы издали. Мои невезучие дети, дети не с этой планеты выросли. Выросли. Мои невезучие дети, дети не с этой планеты выросли. Больше не плачь между ладонями, это прошло и скоро забудется. Мои зашифрованные сказки, сказки из детской коляски сбудутся. Сбудутся. Мои зашифрованные сказки, сказки из детской коляски сбудутся. Сбудутся. Мои зашифрованные сказки. Давайте, вам здоровья, всего. Пока. Выздоравливайте. Как говорится, дай Бог с вами больше не встречаться. Это все правильно. Миссия выполнена. Боги мои, я благодарен вам за то, что я живу. Я безумно благодарен тому, что у меня есть. Каждой минуте своей жизни. И горю, и радости, и тоске, и одиночеству. Я не прошу ничего. Ничего больше не прошу. Единственное, хочу попросить прощения вот своих родителей за то, что старость им не обеспечила нужную. Дочку хочу попросить прощения у дочки за то, что я не могу находиться с ней каждый день. У людей, которых, может быть, я обидел, тоже хочу попросить прощения. У тех детей, которых я не спас, хочу попросить прощения. Ксюха, привет. Как дела у тебя, Ксюша? Как ты, мать? Ксюш, к маме пойдешь? Сейчас мама приедет и тебя заберет, хорошо? Да, к себе заберет. Хочешь? Вы пришли, вы показались в этот докторам. Все, будьте там, никуда не уходите.
Все, к маме пойдем? Да? Кровать есть чем, да? Только смотрите, чтобы она до этого не дотянулась, не дернула. То жучок такой. Все. Пойдем, маленький. Все, котик, давай, выздоравливай, поправляйся скорее. Смотрите, чтобы не упало. Здорово, доченька моя. Привет. Привет. Скажи, у меня все хорошо. Да ты умничка моя, ты красотка. Pursue